Мэри давно мечтала о дне их свадьбы, поэтому ее волнение росло по мере приближения этого дня. Она лично выбрала кольца и организовала медовый месяц, так как ее жених был всегда занят работой. Но пока она была занята подготовкой к их будущему, мужчина, которого она любила, тоже был занят, обнимая свою любовницу. В тот момент, когда они увидели друг друга, они страстно обнялись, как два голодных животных, жаждущих ласки. Пока они были вместе, мужчина получил сообщение от Мэри с вопросом, когда он закончит работу. Он ответил, что все еще на встрече, а затем выключил телефон, чтобы продолжить флиртовать с другой женщиной. Тем временем Мэри случайно столкнулась с кем-то, одетым в костюм медведя и раздающим листовки. Она не придала этому значения, не подозревая, что эта встреча скоро изменит ее жизнь. Вечером, когда она убирала их новый дом, позвонила ее мать. Мэри излила свое разочарование по поводу того, что ей приходится одной заниматься всеми приготовлениями к свадьбе. Что еще хуже, ее будущая свекровь хотела грандиозную свадьбу в отеле, хотя они не могли себе этого позволить. Ей даже пришлось одолжить деньги у матери, чтобы оплатить аренду дома, поскольку ее жених не внес ни цента. Мать посоветовала ей не жаловаться и сохранять достоинство будущей жены. Мэри сказала, что всегда слушалась и уступала жениху, даже называя себя хорошей женой и идеальной невесткой, что, по ее словам, в наши дни большая редкость. Но во время уборки она нашла на полу сережку, которая не принадлежала ей. По ее спине пробежал холодок, и она сразу заподозрила неладное. Проверив кровать, она заметила на подушке длинную прядь волос, явно не ее, поскольку она еще даже не спала там. Ее жених переехал в этот дом несколькими днями ранее. На следующий день она поговорила с ним. Она упомянула женщину по имени Дженни, которая постоянно лайкала и комментировала его фотографии. Он быстро ответил, что она просто его коллега. Мэри спросила, спали ли они вместе, бросив сережку на стол. Она потребовала объяснений, почему эта сережка оказалась в их комнате. Затем она показала ему фотографию Дженни, на которой та была в точно такой же паре сережек. Мужчина на мгновение замер, но продолжал лгать. Он утверждал, что на прошлой неделе в Камеруне проходило корпоративное обучение, и, возможно, сережка упала там. Но Мэри уже знала правду, на этом обучении были только он и Дженни. Она высмеяла его жалкие оправдания, сказав, что он, наверное, хочет, чтобы она ворвалась в его офис и устроила сцену. Только тогда он признался в измене, но обвинил Дженни, сказав, что она соблазнила его, а стресс на работе и давление из-за свадьбы подтолкнули его к этому. Между тем Мэри сделала все сама, от планирования до подготовки. Он извинился и даже поранил себя из-за чувства вины, но Мэри была полна решимости покончить с ним. Он пытался ее остановить, умоляя передумать, поскольку они уже забронировали место и зарегистрировали брак. Он предупредил ее, что если они расстанутся, она станет разведенкой, даже не успев выйти замуж. Он настаивал, что Дженни была всего лишь интрижкой, а Мэри — та, которую он действительно любил. В этот момент он получил сообщение от Дженни с фотографией, на которой она была в ночной рубашке, подаренной им, и приглашала его к себе. Мэри попыталась вырвать у него телефон, но он выхватил его, порвал сообщение и раздавил телефон вместе с рукой Мэри. Это было последней киплей. Мэри взорвалась, выплеснув всю боль, которую она держала в себе, из-за того, что он привел свою любовницу в дом, предназначенный для их семейной жизни. В течение 7 месяцев с тех пор, как Дженни пришла в компанию, он использовал сверхурочную работу и корпоративные ужины как повод, часто выключая свой телефон. Он забыл о ее дне рождения и их годовщине. Она все подготовила сама: наряды, кольца, всю свадьбу. Она сказала, что 5 лет их отношений достаточно, потому что если они будут продолжаться, то закончатся только разбитым сердцем. Перед уходом она плеснула ему в лицо стаканом воды, легкое наказание за его измену. Тем временем Вуджу, мужчина, который только что вернулся после 3 лет учебы за границей, был на пути в Корею. В тот момент, когда его самолет приземлился, ему позвонила его бабушка. Мадам Пилнаян, владелица крупнейшей в стране кондитерской компании. Она воспитала Вуджу с детства после того, как он потерял родителей, и теперь он был единственным наследником бизнеса. После 3 долгих лет он наконец заработал месячный отпуск и попросил провести его где-нибудь в тишине, прежде чем возвращаться домой. Он отправился в приморский город Кинчун, чтобы расслабиться, порыбачить, покататься на велосипеде, насладиться едой и пейзажами, вещами, на которые у него никогда раньше не было времени. Месяц спустя Мэри и ее бывший жених официально расстались. Все документы были готовы, оставалось только подать их в суд. Перед тем, как расстаться навсегда, мужчина попросил о должной прощальной церемонии. Мэри холодно отказала, выгнала его и показала ему средний палец, когда он уходил. Внешне она вела себя сильной, но внутри была разбита. 5 лет вместе, наполненные воспоминаниями, улыбками и обещаниями, ушли. Тем не менее, она поклялась перестроить свою жизнь, зарабатывать свои собственные деньги, путешествовать по миру и жить счастливо без него. Но ее несчастья на этом не закончились. Полиция прибыла, чтобы сообщить ей, что она была обманута при аренде дома. Настоящий владелец был за границей и только доверил недвижимость агентству по недвижимости.
Один из сотрудников вступил в сговор с поддельным владельцем, чтобы подписать с ней договор. Теперь ей пришлось немедленно съехать или столкнуться с судебным преследованием. Она позвонила своему бывшему жениху за помощью, зная, что у него есть родственник, работающий в прокуратуре, и что они оба подписали договор на аренду дома. Но он отказался, сказав, что между ними все кончено, и велел ей больше никогда не связываться с ним. Не имея никого, кому можно было бы обратиться, Мэри утопила свое горе в алкоголе. Ее мать, не зная о разрыве, позвонила и сказала, что хочет отвезти еду семье жениха. Мэри остановила ее и извинилась, но все равно не смогла заставить себя сказать правду. Пьяная и измученная, она вышла из бара, не зная, куда идти. В этот момент мимо проезжал Уцзю. Не обратив внимания, она столкнулась с его машиной. Уцзю сразу вышел из машины, чтобы извиниться, но Мэри сказала, что с ней все в порядке. Он предложил отвезти ее в больницу, но она отказалась, и он дал ей свой номер на случай, если позже у нее появится боль. Когда Мэри увидела его имя, Уцзю, в своем телефоне, она была шокирована, так как это было то же имя, что и у ее бывшего жениха. В пьяном состоянии она приняла его за мужчину, разбившего ей сердце. Она ударила его по лицу и в гневе обвинила его в том, что он убегает от своих ошибок. Уцзю, сбитый с толку, подумал, что она говорит о ДТП, и спросил, сколько он ей должен. Мэри крикнула «100 миллионов», оставив его безмольным. Он быстро отступил и сел в машину, но Мэри погналась за ним. Уцзю оттащил ее в сторону и предупредил, что вызовет полицию, если она не остановится. Тем не менее, она отказалась отпускать его и в борьбе упала назад на горшок с кактусом, шипы которого больно вонзились в нее. Охваченная болью и отчаянием, Мэри почувствовала себя совершенно ошеломленной, как будто вес всего ее мира наконец-то раздавил ее. Пока Уцзю не напомнил ей, что под ней застряли колючки кактуса, Мэри наконец-то закричала от боли. Уцзю быстро помог ей встать, хотя следы от колючек все еще были видны на ее ягодицах. Он поспешил отвезти ее в больницу, где врачи должны были удалить один за другим 17 шипов, глубоко вонзившихся в ее кожу. По совпадению, врач, который ее лечил, Цзинь Цзиян, оказался другом Уцзю. Цзинь Цзиян спросил Уцзю, не является ли он бойфрендом этой женщины, но тот объяснил, что она просто пьяная незнакомка, которую он встретил на дороге. Он не стал объяснять всю историю, так как она была длинной. Уцзю поблагодарил его, но вместо того, чтобы принять его благодарность, Цзинь Цзиян в шутку попросил его купить ей чашку кофе, чтобы она проснулась. Он согласился, но когда увидел, как Мэри хромает по лестнице, решил отложить это на другой раз. После этого Уцзю предложил отвезти Мэри домой. Поскольку она не могла нормально сидеть, ей пришлось оставаться в неудобном положении во время поездки. Когда Мэри наконец протрезвела. Она извинилась перед Уцзю за недоразумение прошлой ночью. Она объяснила, что в тот день с ней произошло многое, что затуманило ее разум. Из-за своего странного положения сидя, она начала чувствовать головокружение и попросила выйти из машины. На улице она увидела красивый восход солнца. В этот момент она пообещала себе быть как солнце, оставить прошлое позади и встретить новое утро, полное надежды. Когда они вернулись, Мэри поблагодарила Уцзю за все, что он сделал, и предложила заплатить за поездку. Но прежде чем она успела передать ему деньги, Уцзю быстро уехал. Тем временем в соседнем торговом центре проходил 30-й свадебный фестиваль. Одним из главных событий мероприятия был розыгрыш лотереи для будущих молодоженов, главным призом в которой была роскошная вилла стоимостью 5 миллиардов вон. Однако лотерея была подстроена. Победитель был заранее выбран, это была племянница мэра. Председатель торгового центра Суньюй тайком загнул уголок билета, предназначенного для племянницы, чтобы потом легко его узнать. Он спрятал его в рукаве, готовый вытащить в нужный момент. Но когда он поднялся на сцену для розыгрыша, он случайно уронил билет и не смог найти его среди тысяч других в коробке. Поискав некоторое время, Суньву наконец нашел билет со сложенным краем и вздохнул с облегчением. Но к его шоку, победительницей оказалась не племянница мэра, а Мэри, чей билет случайно имел такой же сгиб. Торговый центр позвонил Мэри, чтобы сообщить, что она выиграла главный приз — роскошную виллу. Она сразу же вышла из уныния, не в силах поверить в свою удачу. Она вспомнила, что когда покупала обручальные кольца, то столкнулась с медведем-талисманом, который дал ей лотерейный билет. Она загнула уголок билета и про себя помолилась о удаче. И теперь эта молитва сбылась. Представитель мероприятия запросил несколько документов для подтверждения ее права на участие, удостоверение личности, справку о том, что она не владеет домом, и копию свидетельства о браке, поскольку мероприятие было предназначено только для молодоженов. Услышав это, Мэри быстро нашла свои документы о разводе и проверила их статус в системе. К ее удивлению, процесс еще не был завершен. Технически она все еще была замужем. Просмотрев документы, директор мероприятия Санг Хён подтвердил, что все в порядке и она имеет право на приз. Однако Санг Хён поинтересовался, почему муж Мэри не может присутствовать на церемонии награждения. Мэри объяснила, что он находится за границей, но Санг Хён отказался. Оба супруга должны были быть присутствовать. Не имея другого выбора, Мэри решила связаться со своим бывшим женихом.
Но в этот момент он был занят со своей любовницей. Когда он получил сообщение от Мэри, он сразу заблокировал ее номер. В отчаянии Мэри вдруг вспомнила о Вуджу, мужчине, который носил то же имя и даже был похож на ее бывшего. Из этой мысли в ее голове начала формироваться безумная идея. Тем временем Уджу снова приснился кошмар о трагической аварии, в которой погибли его родители. Он проснулся весь в поту и дрожащий от страха. Он терпел этот кошмар в течение многих лет, полагаясь на снотворное, чтобы его пережить. В другом месте Мэри раздумывала, стоит ли вовлекать Вуджу в свой план. Она почувствовала, что он неплохой человек, поэтому решила позвонить ему и попросить о встрече. Когда они встретились, Мэри внезапно спросила, женат ли Вуджу. Он был ошеломлен, но ответил, что нет. После короткой паузы Мэри заговорила серьезно. Она сказала, что собирается рискнуть, потому что Вуджу был одним из немногих людей, которым она доверяла. «Можешь ли ты быть моим мужем?» — спросила она. Вуджу замер в недоумении, поэтому Мэри поспешила объяснить, что ей нужно, чтобы он только притворился ее мужем на один день, как часть роли. Услышав это, Вуджу встал и начал уходить, но Мэри остановила его. Она заверила его, что не шутит и не сошла с ума. «Мне нужно, чтобы ты притворился моим мужем по очень особой причине», — сказала Мэри. «Мне просто нужно, чтобы ты пошел со мной в торговый центр в 15 часов в эту субботу. Это не займет много времени, и я хорошо тебе заплачу». Вуджу, однако, подумал, что это какая-то афера, возможно, ловушка, чтобы шантажировать кого-то за супружескую измену. Он подозревал, что Мэри пытается использовать его, чтобы поймать мужчину с поличным, а затем потребовать деньги за молчание. Из-за этого он отказался и посоветовал ей найти нормальную работу. «Ты еще молода», — сказал он. «Зачем тебе прибегать к таким грязным уловкам? Такие обманы никогда не приносят успеха». Он даже не дал Мэри возможности объясниться и ушел в ярости. Тем временем мадам Пильнейн хотела назначить Вуджу новым руководителем отдела маркетинга, заменив его двоюродного брата Йон-Су, который не показал никаких результатов. С тех пор, как Йон-Су занял эту должность, продажи компании резко упали. Мать Йон-Су защищала сына и умоляла свою мать дать ему больше времени. Она даже обвинила мать в том, что та предпочитает Уджу своему настоящему внуку. Но мадам Пильнейн объяснила, что она не проявляет фаворитизма. Йон-Су был дан шанс, но он его упустил, поэтому пришло время отдать эту должность кому-то более способному. После встречи мать Йон-Су обвинила мужа в том, что он не защитил их сына. Но он ответил, что наличие такого соперника, как Уджу, пойдет Йон-Су на пользу. Эта конкуренция заставит их обоих расти. Тем временем Джин Чжи-Йон была вне себя от радости, когда ей позвонил Уджу. Она давно ему нравилась. Уджу принес ей кофе, выполнив свое обещание, и сообщил, что начнет работу на следующий день. Всякий раз, когда Уджу водил свою бабушку в клинику, Джин Чжи-Йон заботилась о ней. Она в шутку сказала, что не сможет ухаживать за ней вечно, если не станет ее невесткой. «Не говорите мне, что вы заинтересованы в Йон-Су?» — подразнил Уджу. «Конечно, нет», — резко ответила она, явно раздраженная тем, что он все еще не замечал ее намеков. В этот момент рядом споткнулась маленькая девочка. Вуджу заметил плюшевую игрушку, висевшую на ее сумке. Это напомнило ему воспоминания из детства. После аварии, в которой погибли его родители, маленькая девочка подарила ему похожую игрушку, чтобы утешить его. Он никогда не забывал тот момент. Он спросил Джин Чжи-Йон, знает ли она, где можно найти такой брелок, объяснив, что у него был точно такой же, подаренный маленькой девочкой. Джин Чжи-Йон вспомнила, что он привез эту игрушку с собой в Америку. Она подразнила его, сказав, что, наверное, это был подарок от его первой любви. Но Вуджу отрицал это, говоря, что больше не помнит, кто была эта девочка, даже ее имя. На следующий день отец Йон-Су официально представил Вуджу всем сотрудникам компании. С того дня Вуджу был официально назначен новым директором по маркетингу компании. Все тепло и радостно приветствовали его как своего нового босса. После ухода отца Вуджу встретил в лифте своего двоюродного брата Йон-Су. Он спросил, как обстоят дела с документами для предстоящего совещания, и Йон-Су заверил его, что все готово. Во время совещания по поводу запуска нового продукта на национальном рынке мадам Пилнаян была очень довольна дизайном упаковки. Однако Йон-Су заметил потенциальную проблему с авторскими правами. 6 месяцев назад он подписал контракт на дизайн упаковки, который предоставлял лицензию только на 1 месяц. Это было дешево и предназначалось только для короткой выставки. В то время они не планировали официально запускать продукт, поэтому он подумал, что проблем не будет. Тем не менее, он спросил, что будет, если дизайнерская компания подаст иск о нарушении авторских прав. Услышав это, Вуджу сразу же извинился перед всеми за то, что не заметил эту проблему раньше. Он пообещал связаться с дизайнерской компанией и продлить контракт. Йон-Су саркастически высмеял его, назвав любителем, и сказал, что он должен был решить эту проблему еще до начала встречи. Мадам Пилнаян строго приказала Вуджу немедленно продлить контракт, подчеркнув, что сделка имеет решающее значение и ошибки недопустимы.
команда быстро связалась с дизайнерской компанией. К их удивлению, эта компания принадлежала Мэри, которая оказалась председателем совета директоров. Мэри назвала им новую цену — 50 миллионов вон, что в 10 раз превышало первоначальную стоимость, и все были ошеломлены. Но у нее были свои причины. 2 часами ранее Йонсу тайно связался с Мэри. Он сказал ей, что Sun Group скоро свяжется с ней, и посоветовал ей запросить в 10 раз больше, чем раньше. Мэри не знала, с кем именно ей предстоит иметь дело, но не хотела упустить возможность получить большую прибыль. Однако Вуджу отказался согласиться на такую завышенную цену. Он решил лично встретиться с председателем дизайнерской компании, чтобы провести переговоры. Примерно в то же время Мэри получила сообщение от администрации торгового центра. Ей сообщили, что она должна присутствовать на церемонии награждения вместе с мужем, иначе приз будет аннулирован. Тем временем мать бывшего жениха Мэри узнала об отмене свадьбы. Ее дочь не одобряла разрыв, потому что была пристрастилась к кулинарным талантам Мэри и не хотела лишиться своих любимых блюд. Но их мать полностью поддержала разрыв, узнав, что новая девушка ее сына богата. Она даже владела несколькими зданиями в Гонконге. Мать думала, что их ждет новая роскошная жизнь. Вскоре после этого Мэри пришла в их дом. Она не могла дозвониться до своего бывшего жениха, поэтому пошла туда, чтобы спросить о нем. Мать подумала, что Мэри пришла умолять его вернуться, и сразу же оскорбила ее. Женщина сказала: «Твоя мать велела тебе сделать все, чтобы вернуть моего сына. Тебе не стыдно? Ты не подходишь ему. Ты сирота, которая даже не закончила школу. Такая неудачница, как ты, не заслуживает моего сына, у которого есть высшее образование». Сестра ее бывшего присоединилась к ней, обвинив Мэри в том, что она зарегистрировала их брак только для того, чтобы заманить ее брата в ловушку, и даже назвала ее охотницей за деньгами. Мэри изначально пришла поговорить о призе в 5 миллиардов вон за виллу, но, услышав все эти оскорбления, решила промолчать. Вместо этого она спокойно сказала, что если они когда-нибудь услышат что-нибудь о ней в будущем, им следует просто игнорировать это. Она также попросила их передать ее бывшему жениху, что она больше никогда не свяжется с ним. Она покинула дом, чувствуя себя оскорбленной и униженной. Когда она уходила, Мэри позвонил ее сотрудник и сообщил, что какая-то группа хочет немедленно с ней встретиться. В это же время Вуджу готовился к встрече с дизайнерской компанией и снова столкнулся с Йонсу. Йонсу дразнил его, говоря, что мадам Пильнен с нетерпением ждет результатов, поэтому ему лучше хорошо поработать. Вуджу ответил, что Йонсу должен был сам разобраться с этим, но, возможно, он не был выбран директором потому, что не был достаточно способным. Йонсу ухмыльнулся и сказал: «Если ты сможешь продлить контракт по прежней цене, я признаю твою компетентность. Но если не сможешь, просто уйди с этой должности». Вуджу принял вызов. Когда Мэри пришла навстречу, она была шокирована, увидев там Вуджу. Она не могла поверить своим глазам. Может, она ошиблась. Но нет, это действительно был он. Они смотрели друг на друга, застыв, не в силах произнести ни слова. Оправившись от удивления, Вуджу перешел сразу к делу. Он объяснил, что компания не может принять такую высокую цену, и попросил установить более справедливую ставку. В обмен он пообещал долгосрочное партнерство во всех будущих проектах по упаковке. Но Мэри проигнорировала все его предложения и согласилась продлить контракт по первоначальной цене, но с одним условием. Он должен был стать ее мужем. Мэри знала, что у нее есть козырь. Sun Group уже закончила производство и запустила маркетинговую кампанию. Если они сейчас сменят дизайнерскую компанию, то потеряют миллиарды. Она объяснила Вуджу все, как ее бывший жених обманул ее, как она потеряла дом и как внезапно выиграла виллу в розыгрыше торгового центра. Она сказала ему, что ей нужен фальшивый муж, чтобы получить приз. Вуджу понимал ее ситуацию, но не мог заставить себя участвовать в таком плане. Это противоречило его совести. Когда он уходил, он получил дразнящее сообщение от Йонсу и еще одно от мадам Пильнен с вопросом о статусе продления. Тем временем Мэри использовала свою травму от предыдущего несчастного случая в качестве оправдания, сказав, что она все еще сильно болит при контакте с воздухом. Затем она смело подписала контракт сама, без одобрения Вуджу. Не имея другого выбора, Вуджу пришлось смириться с ситуацией. На следующий день они вместе пошли в торговый центр на церемонию награждения. Мэри сказала Вуджу, чтобы он не волновался. «Все будет быстро». Она напомнила ему ключевые детали, такие как их имена, адрес и регистрационный номер, на случай, если их спросят. В лифте Мэри вручила ему кольцо и посоветовала надеть очки, чтобы он больше походил на ее бывшего жениха. Она пообещала хорошо ему заплатить, как только получит и продаст виллу. Тем временем председатель торгового центра Санву был в ярости, потому что церемония награждения все еще не была отменена. Он беспокоился, что, когда его отец вернется в страну, его отругают. Сан Хён предложил переформатировать мероприятие в благотворительную акцию, чтобы привлечь положительное внимание СМИ. Если общественность отреагирует положительно, будет легче получить разрешение на будущие проекты.
На месте проведения мероприятия представитель организаторов сказал, что они почти отменили церемонию, поскольку накануне не смогли связаться с Мэри. Мэри быстро объяснила, что ее муж только что приехал из аэропорта, поэтому они приехали прямо оттуда. Представитель заметил, что Вуджу выглядит иначе, чем на фотографии в удостоверении личности, но Мэри объяснила, что это старая фотография, а он просто немного изменился. Затем мужчина попросил предъявить оригинал удостоверения личности Вуджу. Двое нервничали и колебались. Мэри отдала свое удостоверение, а Вуджу сказал, что оставил свое в машине. Мужчина попросил его назвать номер удостоверения. Вуджу спокойно назвал его, включая свой родной город и текущий адрес, полностью убедив мужчину. Однако Вуджу был шокирован, когда узнал, что вся церемония награждения будет опубликована в газете. Это означало, что его личность может быть раскрыта. Мэри умоляла их не публиковать эту информацию, говоря, что они просто не хотят привлекать к себе внимание общественности. Мужчина спросил, не скрываются ли они от коллекторов, и оба кивнули. Это звучало достаточно правдоподобно. Тем не менее, это нельзя было исключить, поскольку освещение в СМИ было одним из официальных условий присуждения премии. Мероприятие должно было быть широко разрекламировано. Быстро сообразив, Вуджу придумал план. Он сделал вид, что ему позвонили, а затем объявил, что у кого-то из пассажиров его рейса диагностировали африканский энцефалит, очень заразную болезнь. Он сказал, что у него уже поднялась температура и болит шея, добавив, что это может быть инфекционное заболевание. Мэри сразу спросила, есть ли у него маска, и предупредила всех, что эта болезнь имеет очень высокий уровень смертности. Услышав это, представитель сразу же убежал и позвонил Санхёну, чтобы сообщить о случившемся. Однако церемонию награждения нельзя было остановить. Она была слишком важна для публичного имиджа председателя Сун У и статей, которые скоро должны были выйти о нем. Поэтому Уджу быстро принес маску, чтобы награжденный мог ее надеть. Когда пришло время фотографироваться для вручения награды, и он, и Мэри плотно надели маски, выглядя как два беглеца, скрывающиеся от закона. После фотосессии Сангхён передал Мэри ключи от дома. Он спросил, где ее муж, и Мэри ответила, что он уехал в больницу на медицинское обследование. Когда они собирались уходить, чтобы посмотреть дом, они неожиданно столкнулись с Вуджу. Сангхён спросил Вуджу, в какую больницу он едет. Нервничая, Вуджу быстро придумал оправдание. Он сказал, что уже позвонил в больницу и что результат теста оказался отрицательным, поэтому больше нет необходимости туда ехать. После этого Санхён лично сопроводил пару, чтобы показать им дом. Дом представлял собой роскошную виллу, расположенную в богатом районе, где проживали высокопоставленные чиновники и известные бизнесмены. Когда Мэри вошла внутрь, она не смогла сдержать своего удивления. Для нее все это казалось сном. Она никогда не думала, что когда-нибудь сможет войти в такой великолепный дом, не говоря уже о том, чтобы стать его владелицей. Санхён спросил, когда они планируют переехать, но Мэри ответила, что намерена продать его немедленно. Однако, согласно договору, недвижимость можно было продать только через 3 месяца. Санхён объяснил, что 5 лет назад в Англии произошел похожий случай, когда победитель лотереи, выигравший 1 миллион евро, развелся сразу после получения приза, в результате чего весь проект стал предметом насмешек. Из-за этого компания установила новое правило. Если выигравшая пара расстанется в течение 3 месяцев, приз будет автоматически аннулирован. Он также рассказал, что является жителем того же района, и его дом находится прямо напротив их дома. Это поразило и Мэри, и Вуджу. Мэри, которую собирались выселить из съемной квартиры, решила переехать в новую виллу на следующей неделе. Она планировала сказать всем, что ее муж уехал в командировку, если кто-нибудь спросит. Тем не менее, она знала, что если будет продолжать использовать одну и ту же отмазку, правда в конце концов выйдет наружу. Вуджу, с другой стороны, начал испытывать все большее беспокойство. Из-за Мэри он оказался втянут в эту неприятную ситуацию. Если правда выйдет наружу, это наверняка разрушит его жизнь. В отчаянии он снял обручальное кольцо и вернул его Мэри, а затем выбежал из дома. Уйджу позвонил Мэри, чтобы извиниться за свое поведение. Он объяснил, что любой на его месте поступил бы так же. В этот момент пришли Миюн и ее сын. Они спросили, что он здесь делает, и Вуджу ответил, что просто встречается с другом. В этот момент прибыл и Санхён. Он подошел к Вуджу и спросил, где его жена. Услышав это, Миюн и Йонсу замерли от шока. Тем временем Мэри отчаянно пыталась дозвониться Вуджу после того, как он внезапно повесил трубку. Она медленно подошла к месту, где находился Вуджу, что только еще больше нервировало его. На этом заканчивается 2-я серия сериала «Выйдешь за меня замуж». Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и следить за обновлениями, чтобы не пропустить следующие захватывающие серии. Большое спасибо за просмотр. До встречи в следующий раз.